Это сборник кинолент, которые вы, возможно, пропустили. Здесь не будет классических фантастических хитов, потому что большинству зрителей эти фильмы уже давно известны. Это скорее небольшое дополнение к любимому жанру, основанное на моем личном восприятии. Финч. Увлекательная и трогательная история инженера в исполнении обаятельного Тома Хэнкса. Его герой вынужден выживать в постапокалиптическом мире, в котором нет озонового слоя, и солнце губительно для всего живого. Его единственный друг на этой безжизненной земле – это обаятельный жизнерадостный пес Гудьер, чье благополучие и есть главная предстоящая миссия инженера. Герой понимает, что он сильно болен и дни его сочтены, поэтому он создает робота-помощника, который и должен будет заботиться о любимой собаке после его смерти. Сюжет расскажет о взаимоотношениях человека и искусственного интеллекта. Создатели формально затронут тему человеческих пороков, которых нет у роботов. Это легкая, очаровательная история о забавном механическом создании, его воспитании и предназначении, о постапокалиптическом приключении необычной троицы – человека, робота и собаки. Доброе и трогательное кино, лирический портрет одиночества с жизнеутверждающим лаем забавного пса. Пандорум. Параноидальный фантастический триллер о выживших членах экипажа большого космического корабля, совершающего перелет от Земли до неизведанной планеты с пригодным для жизни климатом. Сюжет содержит элементы психологизма и детектива. Герои пытаются понять, что произошло, сталкиваются со смертельной угрозой в виде кровожадных мутантов и маниакально-депрессивным антигероем. Весь этот нервный клубок создает тяжелое напряжение борьбы за выживание. В фильме есть что критиковать, но у него не отнять одного – погружения. За простоватыми героями интересно следить. Они преодолевают жестокие препятствия в прямолинейном, но интересном сюжете. Герои цепляются за жизнь и вынуждены идти на компромиссы в атмосфере страха и ужаса. Живая сталь. Фантастическая семейная одиссея отца и сына по мотивам рассказа Ричарда Мэттисона «Стальной человек». Главный герой в исполнении Хью Джекмана – бывший профессиональный боксер, карьера которого давно осталась в прошлом, а в настоящем – это эгоистичный и беспринципный лудоман, который ради денег отказывается от опеки над своим сыном. И пусть вас не смущает обаятельность актера, такова и была задумка авторов. Он харизматичный, и поэтому ему все исходит с рук, поэтому он безответственный подлец. Получив деньги, он вынужден провести некоторое время со своим родным сыном. Это и есть основная завязка. Легкие деньги он тратит на покупку боевого робота, но на первом же поединке робот выходит из строя, и они вместе с сыном отправляются на свалку роботов в поисках запчастей, где они и находят третьего главного героя – робота Атома. Именно этот робот и будет связующим элементом, который и сблизит этих двух родных, но посторонних друг другу людей. Картина воодушевляет победами вопреки и увлекает фантастическими битвами роботов. Герои учатся доверять друг другу, шаг за шагом через общие поражения и победы. Их доверие перерастает в дружбу и родительскую любовь. Как мне кажется, авторы для более эмоциональной силы раздумывали дать роботу разум, и в фильме на это есть два намека, но тогда сильно бы увеличился хронометраж, и простой механизм уже не работал бы так эффективно. Персонажи яркие, со своим характером, но проработка и глубина им бы не помешала. Конфликты понятные, но упрощенные. Герои быстро меняют убеждения в зависимости от сюжета. Антигерои формальные, отличаются от массовки лишь большим экранным временем, подчеркивая препятствия. Но несмотря на эти небольшие недостатки, картина увлекательная, эмоциональная. Она обязательно останется в вашей памяти и подарит простые, но яркие эмоции. Это интересный, трогательный семейный фильм. «Луна-2112». У фильма множество наград и премий. Это интеллектуальное фантастическое рассуждение на тему «А что если?». Несмотря на небольшой бюджет, фильм выглядит реалистичным. Космические пейзажи, технические сооружения и бытовое окружение создают атмосферу происходящего. Сюжет неторопливо расскажет о герое на лунной станции, где он выполняет свои повседневные обязанности и готовится вернуться домой к своей семье.
Он долгое время работал в одиночестве, и только искусственный интеллект в виде робота-помощника был ему другом и коллегой. Он эмоционально измотан, поэтому любое неосторожное и необдуманное действие может привести к трагедии. Фильм с легким, но в то же время глубоким эмоциональным опытом, доступным для рефлексии. Основные вопросы, конструирующие идею, это исследование. Как может выглядеть будущее? Какие этические проблемы придется решать? Как будущие технологии изменят наш образ жизни? И создатели пытаются не только пафосно жонглировать странными философскими вопросами, но и отвечать на них, оставляя интеллектуального зрителя наедине с самим собой, как и своего героя. Фильм для фанатов жанра. Он лишен захватывающих головокружительных действий, но будет интересным и содержательным. «Страховщик». Фильм-номинант Национальной кинопремии Испании. Фантастический триллер об антиутопическом будущем с детективной завязкой. Мир фильма – это грязные и серые города посреди радиоактивных пустынь с ядовитыми дождями, населенные нищими жителями и роботами. Герой фильма становится невольным свидетелем обретения роботом свободы личности. В кинофильме заявлено одно четкое гуманистическое послание – свободный искусственный интеллект осуждает человеческие пороки и выбирает обособленную жизнь вдали от людской цивилизации, а люди, в свою очередь, стараются помешать этому исходу и вернуть контроль над своими созданиями. Несмотря на простую режиссуру и декорации, фильм способен донести основную мысль и вызвать симпатию главному протагонисту, первому роботу со свободой личности. Хотя этот герой визуально предстает только в финале, но мы постоянно слышим о нем, и его присутствие и влияние настолько же велико, как экранное время Антонио Бандераса. Антонио Бандерас достойно выполняет миссию посредника. Он неплохой человек, со своими слабостями и желаниями, цель которого – благополучие его семьи, но именно такой человек, как он, способен на самопожертвование и проявление человеческого гуманизма. «Мой создатель». Фантастическая мелодрама в форме интроспективной трагедии. Главный герой – инженер робототехники, который пытается объединить память умершей любимой женщины и искусственный интеллект с машинным обучением. На пути к великому творению одержимый Франкенштейн создает суррогаты – несовершенные модели роботов с индивидуальной личностью погибшей женщины. Это своего рода осколки сознания, которые своим блеском будут напоминать о его гениальности, исполнять роль бутафории, заполняя вынужденное одиночество иллюзией настоящего. Все эти элементы и будут приводить в движение этот алгоритм романтического театра. Все остальные участники пьесы лишь как маячки будут кратковременно озарять путь героя, запутывая, развлекая зрителя причудливыми огоньками воспоминаний. Финальный поворот лишает уверенности обрести творческому высказыванию точную форму, но с азартом вдохновленного автора вознаграждает любознательного и терпеливого зрителя неожиданной кульминацией. И у поэта ничего не остается, он словно бродячий философ уходит в закат в надежде рассказать эту историю новым слушателям. Перспектива. Кинофильм удостоен множеством наград и премий. Это драматичная история, отсылающая к золотоискателям Дикого Запада. Стилистика фильма подчеркивает ретрофутуризм и дикие нравы неведомых инопланетных миров, где нет закона, а есть только хаос, причудливая дикая природа и жажда наживы. Главная героиня вместе со своим отцом и оказывается на одной из таких планет в поисках драгоценных ресурсов. Как и предупреждал отец героини, что людей нужно избегать и нельзя им верить, она узнает эту мудрость и поймет смысл своего существования в полной мере. Ей придется научиться притворяться, лгать и находить компромиссы, находить решения в смертельных ситуациях и выживать. Приключенческая история увлекает. Создатели умело рассказывают непростую историю простыми средствами. Между Педро Паскалем и Софи Тэтчер совершенно точно есть четкая эмоциональная связь, так любимая и восхваляемая критиками химия.
Режиссера неуместно было бы назвать читером в мире кинопроизводства, ведь он без мук совести каким-то волшебным образом заставил Педро Паскаля играть в своем малобюджетном кино. Наверное, это не так. Или отчасти так, но не так очевидно. Извините за такую странную форму речи, она навеяна сюжетом, и, возможно, эта инопланетная киноатмосфера вызывает диалогические и синтактические дисфункции. Другими словами, я изумлен тем, что звезда такого калибра блистает в этом независимом фантастическом фильме. Фильм оригинален и уникален в своем роде. Он не оставляет лимонного послевкусия, но соответствует выбранному стилю не столько из-за бюджета, сколько из-за манеры художника. «Призраки войны» – военная мистическая драма, сюжет которой сосредоточен на оккультных нацистских обрядах. Герои столкнутся с потусторонней зловещей силой и со своими внутренними демонами. Сюжет фильма не так прост, как может показаться, и фантастические элементы присутствуют в полной мере, но раскрытие которых выявит очевидный спойлер. Присутствие Билли Зейна ни в коем случае не означает бездарность постановки, нет, это не так. Хотя некоторые кинокритики, вяло ковыряясь в своем длинном носу, пафосно и с удовольствием бы назвали этого актера катастрофой, причмокивая содержимым носовой полости. Закинув немытые ноги на стол, они бы уподобились малосведущим троллям, гикающим на замусоленных диванах. Билли Зейн играет своего персонажа так, как задумано. Если бы он все свои роли выбирал вдумчиво и был бы более дисциплинирован, то карьера бы его сложилась намного успешней. В этом фильме есть все, что нужно для жанра. Мистическая головоломка, душевные терзания, отстрел нацистов, битва с демонами, таинственные флешбеки и замаскированная суть происходящего. Съемка, эффекты, постановка – все это вас не разочарует. Над фильмом работали энтузиасты, любящие свое дело. Вопрос только в том, ваше ли это кино. Чон И. Амбициозный фантастический боевик с моральным содержанием, о необходимости вынужденного выбора, когда на чаше весов судьбы и жизни других людей. Корейский кинематограф лично для меня характеризуется высоким качеством постановки боевых сцен и красивыми спецэффектами. Наверное, корейская киноиндустрия находится на своем пике развития. Их картины способны порадовать любого зрителя, и в этом фильме все это есть. Но что для меня важнее – в фильме есть смысловое наполнение и яркие мотивированные конфликты, сюжетные перипетии, и все это вызывает чувства и эмоции. Не подумайте, что я поклонник этого самобытного национального стиля, но этот фильм не только развлекает боевыми сценами, он интересно рассказывает историю, а это для меня важный инструмент созерцания, который помогает вглядеться в картину и постараться понять замысел художника. Главная героиня, оплакивающая свою мать, вынуждена воссоздавать ее клоны для изобретения идеального оружия. Но неудачные эксперименты вызывают страдания у воссозданных копий. Вот именно это и заставляет главную героиню глубоко переживать. Это ясный, оправданный мотив для всех последующих сюжетных поворотов. Надеюсь, я вполне четко сформулировал свою мысль, и если вы решили посмотреть данную картину, то желаю интересного просмотра. Черный краб. Время сейчас волчье. Оно нас испытывает, оно беспощадное. Брат восстает на брата, родители губят своих детей, солнце погасло, и за суровой зимой наступает другая зима. Такими словами фильм напоминает зрителю, о чем это постапокалиптическая история. Группа солдат перевозит секретный груз, чтобы остановить войну, которая привела цивилизацию к краю гибели. Им придется сражаться, и не всем суждено встретить следующий день. Автор подчеркивает мрачный исход словами: чтобы достичь чего-то, нужно уметь мечтать. И у главной героини есть такая мечта, заставляющая ее бороться за победу до последнего дыхания. Она стремится увидеть свою дочь, которую у нее отняли, и только успех этой миссии гарантирует исполнение этой заветной мечты. Эта мечта дает ей силу и укрепляет волю. Но эта миссия будет не самым главным испытанием. Самый тяжелый моральный выбор ждет наших героев в финале. Увлекательный приключенческий боевик в заснеженном антиутопическом будущем. За происходящим интересно наблюдать, а герои вызывают эмпатию. Дитя робота. Я не хочу быть человеком. Человек все разрушает.
С первых же минут мы слышим важные умозаключения и наблюдаем экзамен, на котором робот задает вопрос юной девушке. Вы больны и вас можно вылечить, но если отложить ваше лечение и использовать ваши органы, то можно спасти еще 5 человек. Что вы выберете? Эти этические вопросы имеют очень важное значение для сюжета. Они будут во многом ответом, что здесь происходит и для чего все это. Ответ на эту головоломку зритель найдет самостоятельно. По сюжету фильма человечество вымерло. В подземном высокотехнологичном исследовательском центре робот с искусственным интеллектом выращивает из эмбриона человеческого ребенка. Робот заботится, обучает и воспитывает его. Любая программа существует для какой-то задачи, и решение этой задачи и есть миссия этого робота. Только после финала зрителю предоставляется возможность собрать все немногочисленные пазлы воедино. Основная завязка задаст темп повествования главным конфликтам, который изменит убеждения человека, воспитанного искусственным интеллектом, для осознанного выбора. Апгрейд. У картины 2 приза зрительских симпатий. Режиссер и сценарист Ли Уоннелл – это тот самый человек, стоявший за созданием шокирующего триллера «Пила», именно после просмотра которого я и запомнил это имя. Режиссер талантлив и способен даже из абсурдной идеи создать адекватное художественное произведение. По сюжету фильма в результате жестокого нападения главный герой становится инвалидом, а его жена погибает. Подавленный тяжелой утратой герой пытается покончить с жизнью. После неудачной попытки ему предлагают ввести в его тело имплант, который восстановит его функциональность. Имплант не только восстанавливает нервно-мышечную связь, но и помогает герою в поиске убийцы его жены. Мне очень понравилась короткая сцена, когда мама героя заботится о нем. Это очень трогательно и драматично расширяет мир персонажа, увеличивая эмоциональную связь. Но, к сожалению, эта сцена короткая, и развитие этой линии закончится в том же месте, где и начнется. Наверное, этот кинофильм сложно назвать незаурядным и уникальным, хотя элементы, характеризующие его именно так, имеются. Сюжет фантастически прост – месть и разоблачение. Основ для интеллектуального дискурса я не обнаружил, хотя фильм способен рассуждать о возможном недалеком будущем. Но чем действительно хорош этот фильм – это увлекательным и интересным действием, реалистичным перевоплощением героев Супермена и простыми, но эффективными визуальными решениями. Фильм подарит вам увлекательное детективное расследование с уникальными боевыми сценами и особенно отзывчивым искусственным интеллектом Стэном. Исходный код. Главный герой ищет террориста, чтобы предотвратить взрыв и спасти множество жизней. Проблема в том, что у него ограниченное время и ему необходимо действовать быстро и точно, но это не единственное, с чем ему придется столкнуться. Он, Колтер Стивенс, капитан ВВС, часть секретного эксперимента. Его время на исходе, он является ключом к успеху, и он невидимая надежда на спасение. В этой подборке это второй фильм Дункана Джонсона. Мне нравится его работа над деталями, над построением атмосферы, задающей тон основному действию, и этот фильм я считаю лучшим в его карьере. Режиссер создал постоянно разгоняющее динамичное, высокооктановое напряжение. Мы будем переживать за каждую секунду жизни героя и желать ему успеха. Несмотря на то, что в фильме отсутствуют сцены насилия, фильм умело захватывает наше внимание дедукцией и обаянием. Создатели не давят на зрителя постоянно, они дают время рефлексировать вместе с героем и сочувствовать ему, отчего произведение приобретает более драматичную форму. Это чудесная, увлекательная картина, способная удивить и подарить зрителю 1,5 часа ярких впечатлений. Морган. Крепкий режиссерский дебют Люка Скотта, сына того самого Ридли Скотта. На этого режиссера я обратил внимание после сериала «Воспитанные волками». Морган – это его более ранняя работа и почерк узнаваемый. Влияние его отца чувствуется во всех аспектах, и это неплохо, но может спровоцировать необоснованную критику. Но лично я не хочу уподобляться претенциозным, самоутверждающимся критикам, получающим удовольствие от язвительных сравнений.
Я стараюсь воспринимать картину интуитивно, обращая внимание на детали, но для меня важнее содержание, нежели основная форма. Именно содержание и имеет значение в моем субъективном понимании. По сюжету фильма корпоративный сотрудник отправляется в секретный исследовательский центр для оценки и разрешения аварийной ситуации. Отстраненный, хладнокровный и прагматичный проверяющий сталкивается с эмоциональными, легкомысленными энтузиастами-учеными, считающими свою работу великим достижением. Их амбициозная одержимость научных первопроходцев ослепила их разум, и они не способны правильно оценить и принять угрожающие предпосылки эксперимента. Их безответственная деятельность угрожает не только им самим, но они не способны остановиться и подумать, а только мечтать и с пылом новообращенных, словно дети, играющие с гранатой, продолжают свой опасный эксперимент. Да, это явные параллели с «Чужим Завет», но ставить акцент я бы не хотел, потому что фильм интересен, у героев есть характеры, эксперимент интригует научным исследованием и следить за развитием истории увлекательно. К звездам. Зачем упорствовать? Зачем пытаться вновь и вновь? Герой Брэда Питта отправляется в космический полет к звездам, туда, где много лет назад пропал его отец, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу. Отец был одержим космосом и поиском внеземного разума. Он видел в этом свое призвание, пожертвовав своей семьей и самим собой, отказавшись от земного существования ради бесконечного поиска неизведанного в звездной пустоте. С первых же минут нас погружает в отстраненный внутренний мир героя. Его самоанализ раскрывает мировоззрение и личность. Мы узнаем, что он, как и отец, считает космос своей жизнью, за исключением самоконтроля. Герой Брэд Питта прагматичен и, ведомый целью, способен контролировать свои эмоции, способен рассуждать, сожалеть и вспоминать. Это настоящая космическая научная фантастика в психологическом пространстве сознания. Картина неспешно рассказывает и, словно понимая свои изъяны, спешит развлечь редкими футуристическими поворотами. Некоторые удачные, некоторые малообоснованные, но все эти приемы придерживаются одной формулы – созерцания себя в космическом пространстве. Фильм не для рядового зрителя, но и непонятным артхаусом он тоже не является. Он интересен размышлением и фантастическим действием. Брэд Питт играет точно, а финал с Томми Ли Джонсом подарит самый яркий эмоциональный опыт и поставит точку в сформулированном послании. Согласиться или не согласиться с этим посланием не значит быть правым или ошибаться. Главная цель – задуматься. 12 обезьян. Оскар за лучший научно-фантастический фильм. Оскар Брэда Питта. Оскар за лучшие костюмы. Что такое безумие? Безумие – это голос большинства. Интересное и необычное кино Терри Гиллиама. Пусть вас не смущает странная водная экспозиция и нелепый ретро-футуризм вентилей и рычагов. Это режиссерский фирменный почерк, а липоватый стиль, нагромождение мусорной бутафории. Видимо, съемочная группа объездила все свалки Балтимора. В главных ролях Брюс Уиллис и Брэд Питт в образе психов. Это забавнейшее эксцентричное зрелище, препарированное абсурдным юмором Гиллиама. В шизофренических диалогах персонажа Питта звучит хлесткая критика общества и революционные посылы, призывающие к кардинальным изменениям во благо звериного счастья. Главный герой перемещается во времени из мрачного утопического будущего 1996 год для того, чтобы спасти человечество от страшного вируса. Ему необходимо найти сумасшедшего ученого, который распространил смертельный штамм. И несмотря на устаревший стиль, картина развлечет запутанным сюжетом и необычными поворотами. Весь фильм представляет из себя довольно-таки логичный и забавный артхаус, который к финалу будет излишне серьезным, но оправданным завершением. Области тьмы. Номинация «Лучший научно-фантастический фильм». По сюжету, безответственный депрессивный писатель, страдающий от прокрастинации, пребывает в состоянии творческого кризиса, когда разрозненные идеи прячутся в глубинах его сознания и не желают посещать своего создателя.
Герой не может заплатить за квартиру, от него уходит любимая женщина, и кажется, что решения для выхода не осталось. Но волею случая он встречает родственника своей бывшей жены, который из сочувствия предлагает ему бесплатно попробовать экспериментальный препарат, улучшающий работу мозга. Герой с недоверием, но соглашается, и жизнь его преображается. Он в короткие сроки дописывает книгу, за несколько дней зарабатывает миллионы долларов на финансовой бирже и вот уже жмет руку известному финансисту, персонажу Роберта Де Ниро, принимая его щедрое предложение. Но цена за такой успех оказывается непомерной. Его жизни угрожает опасность, и таинственный преследователь не оставляет его в покое. Головокружительное приключение падения и взлета человеческой судьбы развлечет зрителя в полной мере. Брэдли Купер обаятельно перевоплощается из неудачника в короля. Роберт Де Ниро говорит зрителю, через что должен пройти человек, прежде чем достигнуть успеха. Режиссер умело распорядился талантом актеров и увлекательным сценарием. Оператор картины профессионально распорядился урбанистическими декорациями, и все это в совокупности увлечет зрителя и оставит приятные впечатления. Район номер 9. Премия «Сатурн» – лучший фильм на иностранном языке и множество номинаций. Первая режиссерская полнометражная работа Нила Бломкампа. И, по моему мнению, самая лучшая в его карьере. Фильм адаптирован по его авторскому короткометражному фильму «Выжить в Йобурге». Кино создано в стиле псевдодокументальной хроники, отчего происходящее кажется реальным. В основе истории события времен южноафриканского апартеида. По сюжету этого фильма инопланетный корабль инсектоидов оказывается обездвижен по непонятным причинам. Группа ученых проникает внутрь и обнаруживает пришельцев, похожих на тараканов-переростков. Их перевозят в лагерь беженцев и выделяют им гуманитарные пособия. Со временем социальная атмосфера таких резерваций накаляется. Трущобы криминализируются, увеличивается ненависть и ксенофобия к пришельцам. Конфликт усиливается нарастающими проблемами. Главный герой картины при неосторожном контакте с инопланетной технологией мутирует и трансформируется. Корпоративные ученые в погоне за новыми технологиями планируют разрезать нашего героя на кусочки для исследований. Дальнейшие действия втянут зрителя в круговорот событий и поворотов. Это увлекательное зрелище, разбавленное черным юмором, Оскаром за изобретательный сценарий, хорошими спецэффектами и обсуждением социально острых проблем. Это креативная, зрелищная фантастическая драма, которая не приблизит к высоким сферам познаний, но будет интересным приключением на 2 часа. «Война миров». Несмотря на то, что фильм был хорошо принят зрителям, на мое удивление, не все знакомы с этой киноадаптацией романа. Кинофильм удостоен множеством наград и премий. Фильм снят по мотивам одноименного научно-фантастического романа Герберта Уэллса. В центре истории отец, пытающийся спасти своего сына и дочь от глобального уничтожения инопланетными захватчиками. Сюжет развивается стремительно. После короткого знакомства с героями и обозначением семейного конфликта завязка погружает в мрачную атмосферу тотального уничтожения человечества. Сцены разрушения гигантскими механическими убийцами впечатляют и ужасают неминуемой гибелью. Страх и паника овладевают людьми, теряющими человеческий образ в надежде на спасение. Это не война, это бойня, это борьба за выживание. Том Круз хорошо смотрится в роли бессердечного, эгоистичного отца, который постепенно станет спасителем для своих детей и проявит свой волевой характер ради них. Их личный семейный конфликт перерастает из ненависти в любовь. Хотя это чувство не будет раскрыто, но оно будет подчеркнуто в финале. Номинация «Золотая малина» – худший актер года для Тома Круза. Я бы не назвал его игру худшей, потому что он номинировался премией «Сатурн» как лучший актер за этот же фильм. Сколько ни пересматривал это кино, не могу понять почему. Его игра не была выдающейся, но и плохой ее назвать я тоже не могу. Он почти всегда играет самого себя. Где-то больше, где-то меньше. Исключением лично для меня являются лишь некоторые киноленты, самыми интересными из которых я считаю «Человек дождя», Джерри Магуайр, рожденный 4 июля.
Открывающий и финальный закадровый голос Моргана Фримана кажется необязательным книжным рудиментом, но он нужен, чтобы объяснить простую и короткую развязку. Картина мрачно впечатляет катастрофическим действием, держит в напряжении и усиливает характер героя постоянной борьбой за выживание, упрощая при этом малоэмоциональный финал. Сигнал. Название отражает замысел. Это послание в контексте рассуждения. Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Иногда желания приносят немало бед человеку. Они навязаны чьей-то жестокой волей для какой-то непостижимой человеческому разуму цели. Персонаж Лоуренса Фишборна задает главный вопрос картины. Спроси себя, нашел ли я, что искал, и ответ будет на поверхности. Замысел фильма интересный, картину вполне можно считать авторской. Несмотря на небольшой бюджет, фильм не кажется дешевым и предлагает зрителю задуматься и разгадать занятную шараду. Из 4 главных героев раскрыт будет только один. Видеоряд будет вызывать много вопросов, и главная интригующая мысль фильма так и останется химерой сознания. Но несмотря на все это, фильм оригинальный, отуманен необъяснимой тайной и запоминается. Под водой. Увлекательное, фантастическое приключение в бездну океана с ее тайными и жуткими существами. Атмосфера фильма точно передает ощущение морских глубин, погружает в драматическое противостояние стихии древнего ужаса. Говард Лавкрафт бросает пронзительные взгляды из темноты пугающего безумия, обрамляя историю странной и притягательной фантазией. Уильям Юбинг умело создает напряжение уже в самом начале. Персонажи оказываются в эпицентре катастрофы и вынуждены бороться за свою жизнь каждую минуту. Герои находятся в постоянном движении между трагедией и спасением, которое эмоционально вовлекает зрителя и подогревает интерес. Актеры справляются со своей задачей, они по-своему уникальны в рамках психологического ограниченного пространства и вызывают симпатию. Картина интересная, хорошо снятая, все происходящее воспринимается реалистично. И это тот случай, когда хочется более интригующего продолжения, тем более сам финал намекал на сиквел. Но, к сожалению, доход от кинопроката не вышел в плюс. И, наверное, если и будет продолжение, то только в телевизионном формате и с меньшим бюджетом. Вынужден признать, что проклятие Карпентера, когда его нечто провалилось в прокате, на этот раз преследует Уильяма Юбинга. И мне очень печально, что такие фильмы, как «Мэг», будут приняты зрителем и получат глупое продолжение, а талантливые творцы, как Уильям Юбинг или Нил Бломкамп, уйдут в малобюджетное независимое кино.